А вы, стал быть, Эраст Петрович Фандорин. Шестой час. Почему не разбудили? Только к клину подъезжаем, ваше высокопревосходительство. Задержка была, снежные заносы. Насчет чайку распорядишь? 7 минут, Иван Федорович. Чаю хочет, пойду скажу. Ну давай я заодно проверю, не дрыхнут ли черти. Чаю, их высокопревосходительство. Слушай, ничего, отдыхайте, пока можно. Вот, он и есть. Специальный вагон. Вы Мадзалевский, Никак нет, я ротмистр фон Зейдлис, начальник охраны. С кем имею честь? статский советник Фандорин. Надеюсь, вас известили. Так точно. Прошу, господин Фандорин. Ну, с Богом. Мишель, здесь статский советник Фандорин, тот самый, что отвечает за безопасность Ивана Федоровича в Москве. Доложи. Господа, у меня срочная депеша для его высокопревосходительства. Хорошо, я доложу. Прошу, господин Фандорин. Здравствуйте, господин Фандорин. Эраст Петрович, не так ли? Так точно. Для вашего высокопревосходительства сверхсрочное, совершенно конфиденциальное сообщение. Да, не оставляет, господа, нигилисты вниманием. БГ, боевая группа та самая. Приговор вот прислали. Кровавого палача и убийцу смертной казни. Обжалованию подлежит. Вот извольте. Каково, а? Вы, Эраст Петрович, тоже поди. Гадости обо мне наслушались. Не верьте про эту девчонку-то, арестанку. Подумаешь, на ты ей сказал. Ну какова же, у меня внучка ее возраста. На меня, старику, министры пощечат. Ее за это полагалось на каторгу. А я пожалел. Велел немного посечь, немного и... Да ее же поздно. Она дура. Повесился. Я не понимаю. Ничего вы не поймете. А? Другим псам урок будет.
Доброе утро. Телеграмма из Санкт-Петербурга. Вот. Сверхсрочно, сверхсекретно. Убит генерал-адъютант Храпов. Убийца статский советник Фандорин. Немедленно отыскать и арестовать. Подписано шефом корпуса жандармов. Бред какой. Дайте! Дайте мне его! Дайте! Ну, это не он. Похож, но не он. Да не очень-то и похож. Кого привели? Где Фандорин? Уверяю вас, ротмистр, я есть Фандорин. Где подполковник Мадзалевский? Я должен допросить каждого и записать показания. Допросить? Каких к черту показаний? Он убит, понимаете, убит. Я... Пожалуй, ротмистра я допрошу позже, когда закончится истерика. Начнем с остальных. Пусть освободят кабинет начальника вокзала. Пошел. Слушай. Сообщите генерал-губернатору, что я буду у него через 2 часа с докладом. Ну что ж, осмотрим место убийства. Ваше высокородие, а куда покойника? Очень важная особа. Как куда? В морг? На вскрытие? Труп на вскрытие – это 3. Головной убор, шинель, кинжал убийцы в лаборатории – это 4. Все выезды из Москвы перекрыты. Это 5. Пока все. А ведь это конец. И что обидно, за дело было бы. А так ведь у меня в Москве это все в полном порядке. И Храпов этот чертов! Царство ему небесное. Он до города Москвы-то не доехал. Ваше сиятельство, телефонируют из Царского села. Государь. Господин председатель Совета Министров. Здравствуйте. Я прошу передать Его Величеству: нет, чужих мест никогда не занимал и впредь не собираюсь. А это уж зависит от государя-императора, от Его Величества и от Всевышнего. Кого? Чего непонятно? Разъединилось. В старое-то время решали такие вы вопросы сами. А тут телеграф, телефон. Плохо, вот что. Завтра генерал Пожарский приезжает с Звездносыска. Иосиф Петрович, нельзя ли хотя бы к его приезду хоть какую-никакую ниточку бы размотать, а? Ну, одна ниточка все-таки имеется. Ну какая, где? Ваш покорный слуга. Террористы были оповещены, что в Москве за безопасность министра отвечает статский советник Фандорин. И даже имели мой словесный портрет. Найти источник не так сложно, поскольку вариантов всего 4 из них. А 3 из них у нас в поле зрения. Не поспеваю за тобой, не поспеваю. Окончательное решение о моем участии во встрече было принято вчера. Кто об этом знал? Петербургский департамент полиции. Это раз. Начальник Московского жандармского управления полковник Бурчинский. Это 2. Его помощник Мыльников. Это 3. И поручик Смоленинов. Это 4. Вот вам и все подозреваемые. Когда приступишь? Немедленно. Ну и, конечно же, мелочи. Вся штуковина в мелочах. Вот пусть твои гостиничные пороются в корзинах. Обрывочек какой-нибудь, тряпочка со следами ружейного масла, пузырек из-под химиката. Пусть девочки ваше особое внимание уделят брюнетам. Худощавое телосложение с тонкими чертами лица. Нет, нет, мадемуазель, я не тот, кто вам нужен. Господин статский советник, вот провожу совещание с бригадирами филерских бригад. Желаете присутствовать? Про брюнетов договорим. Ждите. Господин Мыльников, эти люди обеспечивали безопасность Храпова? Точно так, не считая мундирных. А вы им говорили, что общее руководство было поручено мне? Никак нет. Бурчинский и Смоленинов. Так вот у Петра Ивановича есть такая особенная сотрудница. Уж больно он ее бережет, никого к себе не допускает. Зовут ее Диана. Ну, а больше не знаем ничего.
но таинственная особа. Может быть, он ечен. Хорошо, продолжайте работать. Здрасте, Раст Петрович. Петр Иванович, у себя? Доложить? Кстати, я хотел вас спросить. Как получилось, что вы служите в жандармском управлении? Ведь ваш отец, кажется, тайный советник. Могли бы служить в гвардии. Да что там хорошего в гвардии, Раст Петрович? Одни парады до попойки. Скука. А в жандармском управлении одно удовольствие служить. Секретные задания, выслеживание опасных преступников. Бывают, кстати, перестрелки. Помните, в прошлом году один анархист засел? Скажите, а вас не смущает вас столь неприязненное отношение в обществе к синим мундирам, особенно в кругу ваших сверстников? Нет. А я на это не обращаю внимания. Я служу России, и совесть моя чиста. Да. Ирас Петрович, как кстати. Сказать честно, я в смятении. Завтра приедет генерал Пожарский и разгонит нас к чертовой матери. Присаживайтесь. Известна ли вам некая таинственная особа по имени Диана? А я не вправе обсуждать своих сотрудников. Ни с кем. Даже с вами. Так предписывает инструкция. Сейчас не до инструкций. Мне нужно видеть эту женщину. Диана! Диана, нам нужно поговорить. А могла не пустить. Дама с норовом. Но помните, что вы дали слово, что не попытаетесь зажечь свет, и вы идете по первому же ее требованию. Хорошо. Что за срочность, Петр Иванович? Зачем вы привели этого господина? Это статский советник Фандорин. Чиновник особых поручений при генерал-губернаторе. Он расследует обстоятельства гибели министра Храпова. Сядьте там. Как же. Личность известная. Что же вы, ваше высокородие, начальство кинжалом? Откуда вам известны подробности убийства? Я жду. Вы забываетесь. Отвечайте. Хорошо, я отвечу. После этого вы немедленно удалитесь, и больше Циклоп Иваныч не смейте приводить ко мне этого господина. Мы уйдем, но ради бога. Кто сказал вам? Подумаешь, тайна. Все наши взахлеб обсуждают детали акции. Сегодня в 8 у инженера Ларионова вечеринка по этому поводу. Наведайтесь. Если повезет, забыть кого-нибудь из нелегальных. А вот так вот. А вот с молодочки? А мы вашу молодочку бородатым дядькой с... Ать! Эх, снегирек. Нет, я только так. Может быть, чаю или... Спасибо, Семен Львович, не беспокойтесь. Хорошо. Я там у себя. Если что-нибудь, милости прошу. Будьте как дома, господа. Почему разместили нас у этого дерганого? Почему не на проверенной квартире у инженера? Был сигнал, что инженер ненадежен. Что? Где гарантия, что этот надежен? Где гарантия? А зачем так надменно? Мы здесь тоже делаем свое дело по мере сил. С квартирой трудно, вы ведь требовали телефон. Москва не Петербург, здесь телефонных аппаратов пока немного. А приват-доцент Аранзон человек порядочный и сочувствующий. Послушайте, товарищ, Игла. Это боевая группа. Ударный отряд революции на сегодня единственный. Коврунов много. А бойцов на всю Россию только я и эти трое. Каждый из них драгоценность. Проигрался. Емель, так ведь туз тупиковый вышел. Ну все, фармазончик. Ты что? Ручонки-то. Я сейчас все припомню. Вы сказали, на Поварскую к инженеру нельзя. Попал под наблюдение или... Или провокатор. Сомнений нет, проверено. Кто? Инженер Ларионов, у которого я собиралась вас разместить, Поварская, 28. Так кончить его, крысятину. Отпусти погулять, Гринуля. Золотце. Нет. Сидеть тихо, из дома носа не высовывать. У нас карантин. Карантин. Скучный ты человек, Гринуля. Скажите, как вам удалось подобраться к Храпову? СДД. Что? Я получил письмо. В Москве за безопасность Храпова отвечает некто статский советник Фандорин. Далее полное описание его примет. Внизу подпись, как и раньше. СДД.
Ладно. А почему у вас такая кличка? Вот. Нужно проткнуть вот здесь. Меня научили мгновенной смерти. Зачем? Не доверяете себе? Боюсь. Тюрьмы боюсь. Каменный мешок. А вы разве ничего не боитесь? Только предательство. Все, сообщить в центр. Связь по телефону, как условлено. И почему не спросили адрес этого Ларионова? Потому что инженер Ларионов наш агент. Поварская 28. Ну, идет Циклоп Иванович провокация. Я слышал, входная дверь. Где Рахмет? Он сказал, воздухом подышит. Уходим. Сейчас же. Быстро, быстро! А как же Рахмет? Пойдем. Внимание, мою скромную персону. А ты куда? Ну что, сидеть? А ну куда? Ты что скалишься? Все, кончили шутки, Евстратий Павлович, возьмите себя в руки. Надо же разбираться в людях. Вы же понимаете, мы получили неверные сведения. Это не террористы, а вполне приличная публика. Вот это публика, да? Я же просил вас вести себя поделикатнее, а? Ах ты, сука, убью на месте! Да ты кто такая? Имя говори! Весламовна Литвинова. Всех предвариловку! Увозить никого не позволю. На каком основании арестованы эти люди? Она же стреляла в меня! В должностное лицо во время исполнения! Это же висельное дело! Она в вас не стреляла. Это раз. О том, что вы должностное лицо, знать не обязаны. Вы же не в мундире. Это два. А про исполнение я бы на вашем месте вообще бы промолчал. Это три. Эх, Тарас Петрович, господин статский советник, да чистоплюйничайтесь. Пошли. Давайте быстренько на кухню, через черный ход, бегом, бегом. Давайте, давайте. Что дальше? Благодарная девица падает на грудь избавителя и открывает ему душу? Тоже еще гуманист выискался. Такие, как вы, вежливые, лощеные, еще хуже, чем откровенные держиморды. Во 100 крат опаснее. Ничего, никто из вас не скроется от народной мести. Да я, собственно, и не скрываюсь. Мое место жительства можно узнать в любой адресной книге. Фандорин, статский советник. Тот самый Фандорин? Раб лампы? Какой еще лампы? Древний, из которой песок сыплется. Под названием его сиятельства генерал-губернатор. Служите ему, как верный джин. Я, мадемуазель, служу вовсе не лампе, а отечеству. Да ну вас. Госпожа Литвинова. Я так и думала. Вы не собирались меня отпускать. Вы оружие свое позабыли. Господин Ларионов, мне известны ваши отношения с охранкой. Да-да, спрашивайте. Только я ничего не скажу. Да и никого серьезного у меня не было. Так, сочувствующий. Застрелиться, что ли? Простите? По ночам не сплю. Совсем. Забудусь на минутку и тут же слышу стук-стук, как будто в дверь стучат. А, думаю, это за мной пришли. Только интересно, которые? Те или эти? Эти или те? Так вот и маюсь всю ночь. Стук-стук, стук-стук. О, припозднился кто-то. Все веселье пропустил. Ладно, сейчас я его быстро спровожу. А вы пока побудьте здесь, а то потом поди объясняй. Кто это? Тот или этот? Этот или тот? Как, если предупредили, что у вас остановимся? Странно.
Честная Тарагунская странно. Никто не предупредил. А вы в самом деле из боевой группы? Так вам у нас нельзя. У меня сейчас только что была полиция. Полиция? Да. Пришла, понюхала и ушла? Что? Страшно? Не понял. Страшно, Иуда. Страшно. Ты в зеркало на себя глянь. А что такое? Ты же белый весь. Да. Сейчас на истинное лицо свое глянь. Глянь, говорю. Это раз. 3, 4, 6. Это 7. Все. Сдавайтесь. Легче, легче, полегче. Левое ухо. Голову прямо. Хватит мучить, броты. Ну что же, теперь пускай Пожарский приезжает. У нас есть что ему придумать. Я бы не сказал, мы даже имени не знаем. Разве что Бертига наш поможет. Господа, куда вы? Ну что, господа, еще долго? Сию минуту только в ступне остались. Эраст Петрович, как мы с вами храпово-то? Поговорю с голубчиком. Полковник. Господа, как будет готово, результаты немедленно телеграфом в департамент полиции. С пометой сверхсрочно. Валерьянки выпей, а то глаз выскочит. Что? Вы? А что вы здесь делаете? Вы негодяй. Я стою здесь 2 часа, я вся окоченела. Ну, я же не знал, что вы меня ждете. Скажите, если вы никого не пристрелили, значит, день пропал зря? Где вы узнали мой адрес? Сам же сказал. В любой адресной книге. Это Масса, мой камердинер. Он японец. Что ему нужно? По утрам делаем гимнастику. Японскую. Я вчера пропустила, а Масса этого не любит. Масса, иди, я сейчас. Ишь, какой застенчивый. Ночью бы стеснялся. Я скоро. Ты пока можешь одеться. Да ты кистью кидай. Грин! Кто? Игла. Проходите. Как вы скоро на расправу. Как безжалостные. Кислотой в лицо – это гадость. Что? Ларионова нужно было сначала судить, а потом уже. Нет.
Извините, что холодное помещение. Да мы привыкли. Тут у нас динамитная мастерская. Зато телефон. Я же просил, в таком виде на склад не приходить. Если надобность, могли позвонить. На тот телефон. С вами трудно. Неприятно работать. Раз пришла, значит дело, не для телефона. Дело? Говорите. Вчера в Питере генерал Пожарский взял партийную кассу. Это катастрофа. Нужно внести 50 тысяч за берлинскую типографию, иначе наложат арест. Еще хуже с одесскими товарищами, которые ждут казни. ЦК понимает, в каком вы положении, поэтому не приказывает, а просит. Нельзя ли срочно добыть денег? Нужно дать взятку. На Экс нужно время. Времени нет. Сколько нужно денег? Минимум 120 тысяч. И это срочно в течение 2-3 дней. Нужен специалист. Приехавший по именному повелению чиновник из Петербурга требует вас сей же час к себе. Бо! Испугались, испугались. Явился к вам сам. И требует только одного: стаканчик горячего чаю с морозом. Будем знакомиться. Вы, господин Мыльников. Так точно, ваше происходительство. Да, ну, просто Глеб Георгиевич. Так и зовите. Нам с вами работать вместе. А ваше имя что? Евстратий Павлович. Очень приятно. Полковник? Бурчинский Петр Иванович. Петр Иванович. Очень рад. Ну-с, а вы, стал быть, Эраст Петрович Фандорин. Очень рад. Наслышан о вашем дедуктивном методе и весьма польщен, давно мечтал. А еще говорят, что вы невероятно везучи. Выигрываете во все азартные игры. Это правда? Да, есть у меня такое странное качество. Но пользуюсь им крайне редко, не азартен. А я азартен. Но, между прочим, тоже считаю себя везунчиком. Вот я ехал и все думал, как бы нам проверить, чья фортуна по мускулисте. И придумал. Оп. О. Это не то. К слову сказать, замечательная вещица. Изобретение британцев. Между прочим, 2 раза мне жизнь спасал. Но я другое имел в виду. Вот это. Попробуем. Прошу, снимайте. Какая масть? Черная. Согласен. А теперь? Черная. Согласен. А теперь? Черная. 3-й раз кряду. Сомневаюсь. Я говорю красная. Вы опасный человек, статский советник. Собирайте колоду. Ваш трофей по праву. Итак, шутки в сторону, господа. Там от нас ждут быстрых результатов. Убийство министра Храпова – это пощечина нашему Отечеству. По сути, покушение на государственный устой страны. И тут дело не в том, как этот кризис может отразиться на карьере каждого из вас. Тут вопрос в другом. Либо мы их, либо они нас. Где арестованный? Допросный. В допросной. Молчит? Хуже. Дерзит.
что, господа, распорядитесь подать мне чай туда, в вашу эту допросную. Сладкий? А какой выпьете? Хочу взглянуть на эту птицу. Пожалуйста. Сюда. Так. О, здрасте. А это что еще за кот Котофеич? Ну, помурлыкай. Мур-мур-мур. А что это на вас пристегнуто сидит? Азиатчина какая-то. Расстегните. Отчаянный субъект. Может бросить. Ох ты. Расстегните, расстегните. Спасибо. Ступай. Боже мой, какая встреча. Господин Селезнев. Господа, я изучал результаты вашего бертельонажа и все время сомневался. Вроде все сходится, но не мог поверить, что такая удача. Это же сам Николай Иосифович Селезнев, верно? Тот самый, который застрелил своего полкового командира и сбежал из крепости. Судьба мне вас послала. Вот теперь-то у нас дела пойдут. Эх, милый, был бы я повпечатлительный, в уста бы расцеловал вас. Целовал бы и вздернул тут же. Ну, это не. Ой-ой. Как себе? Нет, мой милый, мы вас вешать не станем. Зачем нам плодить мучеников революции? Мы вам мягонький такой приговорчик нарисуем. Сибирская ссылочка. А в газетах напишем, что бывший корнет Селезнев оказал неоценимые услуги следствия. Зачем нам веревку-то казенную на вас тратить? А вас, мой дорогой, свои же товарищи-революционеры на первой удавочке за милую душу вздернут. Стращать изволите. А я не из пугливых. Методы охранки хорошо знаю. Товарищи мне поверят, а не вам. Это все непременно. Как не поверить герою революции? Только герою, рыцарю, без страха и упрека. Ему да. А вы-то у нас озорникс, а? Господа, это удача. Я тут захватил с собой прелюбопытнейшие фотокарточки. Вот полюбуйтесь, господа. Это господин Селезнев в припорочнейшем заведении на Лиговке. Вот он, острых ощущений захотел, ну, конечно, иного толка, да? А вот полюбуйтесь. Это он с 10-летней девочкой. Какой 10-летний? 14 лет, вся Лиговка ходит, 3 года к ней. Ну, это, господин революционер, это меняет дело. 14 лет – самый возраст для революционеров. А вот посмотрите еще. Это ведь тайная съемка, новая техника. Полюбуйтесь, пожалуйста. Радость какая. И вам бы, душа моя, Селезнев, лучше бы к анархистам. Вам бы там поуютнее было, с нравственностью попроще. А ваши не простят. Такой, батенька, пируэт для светлого дела революции. После вот этого про вас любой пакости поверит. Уж я-то эту вашу публику, ох, как знаю. Откуда вам знать? Послушайте, по совести говоря, мне просто вас жаль. Жаль, как гибнет талантливый человек. Ну зачем вам нужны эти мучные черви, эти глисты тоскливые? Вы же человек, по сути, веселый, азартный, безумный. Ведь мы с вами похожи. Я тоже игрок. Я тоже азартный, потому вам и предлагаю. Думайте, Селезнев. Мы с вами такую партию разыграть можем, как в британском футболе, вот так, в одно касание. Эти все ваши бомбочки с кинжальчиками, тьфу, все будет и риск, и азарт, и опасность. Иди попить. А? Иди попить. Не желаете ли чайку с господина Мыльникова с коньячком?
Согласитесь, сегодня вы кукла в руках вот этих вот ваших партийных вождей. А я предлагаю вам стать кукловодом. Ну, разве не заманчиво? Я буду за ниточки их дергать. А вы меня. Послушайте, я же вам свою жизнь доверяю. Я на вас молиться стану. Вы сорветесь мне конец. Как ваше прозвище революционное? Рахмет. Ахмед. Я вам предлагаю, а давайте вы Гвидон для нас будете. Гвидон? Ну как почему? Ну, вы будете летать с этого острова Буянов в царство нашего славного султана то комаром, то мухой, то шмелем мохнатым. Сколько человек в БГ? Не считай меня трое. Угу. Старший Гвин. Так. Гвинуля. Настоящего имя никто не знает. Имели. Такой мужик. Толковый. Риск любит. И пацан еще совсем. Снегирь. Гвин его натаскивает. Были на квартире. Беда, Ирас Петрович. Сожрет нас питерский. Уж больно ловок. Не бывать вам оберполицмейстер. Сейчас. Невелика потеря. Извините, а я за свое место держусь. Я разорву всякого, кто мне опасен. Хотя бы даже вот и сиятельство. Это каким же манером? Самым эффективным. Тем же самым. А у вас экстренная связь с ними предусмотрена? Успокойтесь. Успокойтесь, успокойтесь, Гвидон. Я вовсе не собираюсь вас вести на коротком поводке. Не собираюсь. И слежки за вами не будет никакой. Вы один. Вы сами выбираете. Предоставлены сами себе. Все решения только в ваших руках. Вы игрок. Одинокий охотник. Я к господину полковнику, ротмистр Зейдлиц, начальник охраны генерал-штаба. Вы преступник. Вам какого человека доверили охранять? А вы, раззява, если не хуже, пойдете под трибунал. Я исправлюсь, я искуплю. Да, искуплю, искупите. В арестантских ротах вы искупите. Из Москвы не отлучаться. Свободны! Слушаюсь. Насыпал колбасник. Перцу. Вот сейчас будет землю рыть, БГ искать. Впрочем, это истерики. И они, если роют, то не там и не то. Хотя, может, что-нибудь и зацепит. Кто знает. Все лучше в пределе будет. Ну что ж, господа, давайте распределим роли. Вы, Гвидон, наша главная надежда. Ищите БГ, находите, становитесь вновь для них своим. Связь со мной по телефону, номер я вам дам. И запомните, вы предоставлены сами себе. Никакой слежки за вами. Я вам дал слово офицера. Расскажи мне сначала. Вот, Жуленька, полюбуйся. Какой негодяй. Да, он говорил понарошку. Только сейчас ушел, скотина. Так, чтобы этого подлого человека, Андрей Митрофанович, к нам больше на порог не пускать. Бедненькая, господи, боже мой. А? Ну, ничего, до свадьбы заживу. Пансион Жюли Ренар. Алло, Жюли, здравствуйте. Риночка. Жюли, мне опять нужна ваша помощь. Вы говорили, у вас есть специалист по кредитам и судам на большие суммы. Господин Козырев, кажется. А это Козырь, что ли? Срочно нужна очень большая суда. Может ваш специалист приехать в Москву? Жюли, это очень важно. Да, я понимаю. Я привезу его сама, потому что он очень недоверчивый. Будем завтра утренним поездом. Хорошо. Будем ждать. Старший Грин.
авторитет в сфере криминалистики. Но в охранном ремесле мало что делать. Своя специальность. Ваше высокородие, начальство кинжалов. Господин статский советник! Добавьте эмблему жандарского корпуса. Белый платок для утирания слез страждущим. За вами полиция, жандармерия, вокзалы, дороги, застава. Нужно все связи проверить, все кружки. Ираст Петрович, ну давайте работать вместе. Ну, яхонтовый вы мой. Ну, красавица вы мой, умница же вы, талант. Ну, мы же с вами вдвоем такие дела можем сделать, горы свернем, Ираст Петрович. Тут ведь не о Москве только речь идет, а о России речь идет, о ее будущем. Ну, тут центр, здесь. Не в Питере же. Ну, что там в Питере? Ну, чехотка для начальства. И ни взгляда резвого, ни поступка. Ну, конечно, кроме государя, это... А так, вообще-то, шеи гусиные пупырчатые из воротничков белых торчат. Здесь центр, Ираст Петрович. Здесь сердце России, здесь ее печень, кишки. Мы эти кишочки промоем с вами, а пищеварение наладим. Я едва ли гожусь на роль холестерной трубки. Ираст Петрович, ну к лицу ли вам чистоплюснуть? Мы кто? Мы охранители порядка. Да мы хуже любой клестерной трубки. Мы хуже последнего золотаря. Вы знаете, кто мы? Я надеюсь, охранители добра от зла. Вот! Золотые слова. Именно добра. Краденного. Наши с вами предки за долгие годы обобрали своих менее расторопных и оборотистых соплеменников и веками накапливали эту добычу. А мы это добро охраняем с вами от грязных, вшивых, голодных, которые только спят и видят, как бы это добро растащить к чертовой матери. А они, эти гусиные шеи, они же не понимают ничего. Они только раскачивают. Свобода им нужна, либерте, да? А раскачают, а увидят, что полезет на свет Божий. Так заголосят, так загогочат, гал-гал-гал-гал-гал-гал. Они любому, кто силой обладает, в ноги бухнутся. Любой, кто клыки покажет. Они ему молиться будут, они ему все вылежут, что люди не лижут обычно. А уж тогда, милый, все под тобой. Все. Ни правых, ни виноватых. Такое начнется, Ираст Петрович. Иван Васильевич Грозный покажется гимназисткой румяной. Нельзя нам, Ираст Петрович, чистоплюйствовать, нельзя. Извините, Россию просрёмся. Кто вперед по-серьезному смотрит? Кто о будущем России думает? О славе ему мечтать не приходится. Особенно у нас. Но я верно одно знаю. Кто сегодня хочет без проблем прожить, с карамелькой за щекой, голову завтра отрубят вместе с карамелькой. Это я вам точно говорю. Вы решили, что я ищу славы? Фандорин, мне толковый товарищ нужен. Я устал. Клянусь вам, я устал от одиночества. Я устал от необходимости общаться с этими кувшинными рылами, с этими чугунными башками. Устал от невозможности сказать им прямо в лицо: ну ты, кувшинное ты рыло, что ты делаешь здесь, бестарность, что ты занимаешь место чужое? Уйди сам, покуда тебя не убрали. Пожалуй, в этом я могу с вами согласиться. Он передал через Аранзона. Будет в трактире до вечера. Мы проверили, чисто, слежки нет.
Спасибо, боялся, не придешь. Где был? В охранке. Давай без лирики глянули. Или ты мне веришь, или нет. Наплести можно что хочешь. А как, да почему после? Если веришь, возьми меня в самое пекло на верную смерть. А нет, выведи сейчас во двор и кончи по-тихому. Не пикну. Ладно. Будет тебе пекло. Как сбежал, потом расскажешь. Выпить не хочешь? Пошли. Почему вы ему поверили? Лучше поверить предателю, чем не поверить товарищу. Рахмет! Барышня, лоскутную. Шмелев, слушай, что нужно сделать. Не знал его в лицо! Иди сюда. Бурчинский? Ты думал, возьму его так, как он Рахмета. В нашем ведомстве такого не прощаю. Слушайте, поступайте как хотите, вы мешаете мне дедуктировать. Господи! Почему не твой китайский пельмень открывает? Во-первых, он китайский, а японский. А во-вторых, масса в это время дня обычно сидит в бочке. В какой еще бочке? А бочка – это такая японская баня. Ну, неважно. Дамы вольны в выборе платья. Хочешь, пойдем со мной? Только в кандалах и под конвоем. Эраст, я не понимаю, как ты можешь служить этим упырям? Они же душат, насилуют, подло обворовывают свой собственный народ. Все эти Храповы, Бурчинские и же с ними. Я служу своей стране, как умею. А что при власти трется немало подлецов, так это было во все времена. Немало? Да все или почти все. А все или почти все революционеры – люди благородные и самоотверженные. Вечная беда России. Все-то у нас перепутано. Добро защищают мерзавцы, а злу служат мученики и герои. Революция, по-твоему, зло? Декабристы? Чернышевский и Бакунин служили злу? Да, дровосеки, Какие еще дровосеки? которые лес рубят. И щепки летят из человеческого мяса. Худшее из зол то, что добром прикидывается. Но после этого между нами все кончено. Я стыжусь, что спала с тобой. И нечего кривиться. Надо назвать вещи своими именами. Мастер японского сладострастия, эквилибрист. Если ты себе что-то навоображал, то напрасно. Цепной пес самодержавия.
Осматривают только отъезжающих. Шпикам в голову не приходит, что вы не собираетесь сбежать из Москвы. Экс будет для них просто как гром среди ясного неба. Пошли. Вот они. Здравствуйте, милый Гриночка. Жюли, игла. Вы козырь? Но. Пойдемте. Так что, можно устроить экс или нельзя? Почему нельзя? Можно. Когда надо-то? Сегодня. Можно и сегодня. Есть заготовочка. Карета государственного казначейства, что не день 1300 привозят, а то и больше. Люди есть, оружие есть. Бомбу я могу изготовить любую. Едем, по пути изложите мне свой план, потом моим товарищам. Ну, я работаю с третьей. Хорошо. Нет, ну это невыносимо. Маса, в чем дело? Почему я должен все время бегать, дверь открывать? У меня и так уже мусор в голове. Эрасту-сан, давай за мной в баню. Баня очищает тело, голову и душу. Были грязные, стал чистый. Угу. Как ты сказал? Был грязный, стал чистый. Баня. Ну, конечно. Отделить грязного от чистых. Эрасту-сан, звонят. Да что ты? Там открыто. Так значит, дамы вольны в выборе платья? Садите с обеих рук. Угу. Живых не надо оставлять. Угу. Так значит, мы вот здесь стоим? Повторяю еще раз. Ты пропускаешь карету, пропускаешь охрану. Когда мы с Грином идем на перерез, швыряешь дуру. Попасть не обязательно, но постарайся. Потом бежишь вот сюда, на угол. Теперь вы двое. Садите с обеих рук. Живых не надо оставлять. Ну, а мы вот с этой стороны с Грином все и обтяпаем. Ну и после берите ноги в руки и дёру. Я дам знак. Пареная репа и там мудрёней, да? 3 пуда хрустов возьмем. 2 вам, 1 мне. 3 пуда – это 300 тысяч, да? Так, покажи, где ты стоишь. Это бомба? Мастерская называется. А? Динамита много, а взрывателя ни к черту. Всего один. Годный. У тебя красивые руки. Гриночка. Я мужчин по рукам оцениваю. Лицо, стать, это все. Ерунда. А руки, они не обманут. Никогда не понимал, почему женщина вашего рода занятий помогает пролетариату. Что ты об этом знаешь? Ты же Осторожно. железненький. Уроню, будет взрыв. Будет взрыв. А взрывы бывают разные. И я тебя научу. Зачем? У тебя, кажется, есть любовник. Разве ты его не любишь? Любовь и любовник. Вещи разные. Любовь бывает одна, а любовников сколько угодно. Козырь, он хороший, он добрый, он щедрый, он смелый. Я тебе зачем? Жалко. Убьют ведь. Так ничего хорошего в жизни и не увидишь. Железненький мой. Любовь одна. Значит, кого ты любишь? Люблю. Больше жизни. Нет, так же, как жизнь люблю. Но только тебя это не касается.
Он и вправду так ловок, как об нем рассказывают? Да, очень способный человек. И дело раскроет. Вероятно. А мы, стало быть, будем сидеть, сложа руки. Есть у меня один план. Растушка, не томи. Да вот думаю, в баню сходить. Ну. Пора собираться. Можно вас? Не пузырься, революция. Налет дело фартовое, он кислых не любит. Весело надо, на кураже. Вы на Эксе не нужны. Уезжайте. Когда все закончится, телефонирую. Это нечестно. Я умею стрелять. Вы не можете так со мной поступить. Я такой же товарищ, как и... СТТ. Смотрите. Что? Рахмет. Предатель. Что, отменить Экс? Бежать? Будет Экс. Будет. Прощайте. Нет. Ненавижу. Ненавижу. Дай бомбу. Ты остаешься. Чего это вдруг? Опасно. Твои приметы известны. Можешь всю акцию завалить. Жди здесь. Ты бросишь. Вдвоем справитесь? Мне что, вялится? Это приказ. Все. Жили. Ждите нас в вокзальной гостинице. Там мы поделим. Ну, с Богом. Подожди, Григорий, ты снегирька берешь. Все. Жди здесь. Там все дело минуты, не более. Карин, ты за меня не волнуйся. Все сделаю как надо. Молодец. А если что, знай. Снегирек, потом расскажешь. Я не подведу. Берегите себя. Черт. Револьвер чистил, шомпол на столе оставил. Я быстро. Хреновая примета возвращаться. Алло, барышня? Алло, жандармская? Мне Глеб Георгиевича. Какого? Пожарского. Нельзя без шомпола. Не дай бог патрон заклинит. Тогда что? Я слушаю. Слушаю вас. Ну, пошла. Пожарский у телефона, слушаю вас. Договорите же, слушаю вас. Кто та женщина в красном платье? А это госпожа Литвинова, моя знакомая. Вы же сами просили. Change фрол. Я пересажу вице-губернатора с его супругой на одно кресло, а рядом с вами посажу Ираста Петровича с его спутницей. Вперед! Едут. Ну, давай. Ага. А вот и тетенька пожаловала.
Директор гимназии мне говорит, бросьте ваши жидовские замок. Литвинова. Я ему хлоп по морде. Как? А вот так. Как бы вы поступили на моем месте? А что, может быть. Может быть. А директор что же? Выгнал с волчьим билетом. Дома доучивался. А у вас бывали подобные случаи? Да. На, пошла! На! Да. Давай, заноси! Владимир Андреевич. Ваше сиятельство, ограблена карета государственного казначейства, похищено 320 тысяч, есть прибитые. И вот... Опять? Ну, слава богу. Так волновалась, так тряслась. А я знала, что все будет хорошо. Вот, даже шампанское приготовила. Давайте выпьем за успех. Нашел баклан! Ну что, сучка, променяла козыря на фоску? Я измену кишкой чую, потому и жив. Но шмальни. Давай, шмальни. То-то набегут. Мальчик, Гриночка, ну не надо. Ну что, лярва французская, променяла меня на мертвяка, а? Кого выбираешь? Меня или этого? Тебя, козырненький. Катастрофа. Надо уходить. А он? Идите через черный ход. Быстро. Увози! В морг увози! Рассказывай. Ой-ой. Ваше превосходительство. Мои люди опрашивают жителей. Вот беда. Ваше превосходительство. Ой, полковник, дурак. На Камчатку поедешь. Ступай. Ой, беда. Ой, беда-то какая. Ирас Петрович, здравия желаю, ваше превосходительство. Продолжайте. Ограблен банковская карета, 6 убитых, 2 раненых. И что, все наши? Пока неизвестно. Сейчас выясняется. Ну что, опять они? БГ? Да. Что будем делать? Искать. Искать? Где искать? Где искать? Где? Где? Ведь вы же не теряли время не зря. Я же уверен в этом, Ирас Петрович. Ведь правда? А? Ну? Искать среди своих. Я не понимаю, как кто? Кто? Кто-то из наших сотрудничает с БГ. То ли передает, то ли откровенничает. Не с тем, с кем нужно.
Слушайте, а это ваша госпожа Литвинова, она... Вы с ней не откровенничали? Кто, я? Нет. Ирас Петрович, вы меня правильно поймите, вы сами сказали про откровенность. Я не хотел вас обидеть, просто кто у вас на подозрении? Не сейчас и не здесь. Нам нужно с вами поговорить наедине, и чтоб ни души. Где, когда говорите, я готов. Петросовские бани, знаете? Не знаю, но покажут, узнаю. Там отдельные номера. Завтра в 12 часов. Кабинет номер 5. Я закажу, там и поговорим на чистоту. Баня. Да, на чистоту в банях оригинально. Ирас Петрович, я, как всегда, потрясен вашей оригинальностью. Вы удивительный человек. Благодарю. И не сердитесь, Ирас Петрович. А мы поговорим. И в 12 часов все были у меня, понятно? Все паутину плетете, Мыльников. А такая служба, ваше высокоблагородие. В 12 разбор. У меня не угодно присутствовать? В 12? Нет. Мы с князем Пожарским собрались в баню. Знаете ли, смыть суету, прочистить мозги. Петросовские бани – отличное место. Не приходилось бывать? Нет, вы знаете, я предпочитаю русскую парилочку с березовым веничком. Дикость – это ваша парилочка. Мы с князем заказали первый номер. Самый лучший, в римском стиле. Кстати, у меня сегодня с ним на 12 часов встреча в Петросовских банях номер 2. Только это тайна. Никому. Что ж, Ирас Петрович, что ж, я не понимаю, что ли, конечно. Пропал. Всему конец. Вчера был у Пожарского. Кричит под суд или на каторгу. А я с ним, кстати, сегодня встречаюсь в 12 часов в Петросовских банях. Кабинет номер 3. Могу с ним поговорить? Бесполезно. На коленях молил. На Камчатку полицмейстером еду. Так значит, Бурчинский сослан на Камчатку. И вы хотите, чтобы я сотрудничала с вами? Вы статский советник, уже статист, а не премьер. Передайте генералу Пожарскому, что я согласна сотрудничать только с ним. Я непременно скажу ему об этом. У меня как раз с князем сегодня встреча в Петросовских банях. В 3-м кабинете, знаете ли, удобнейшее место для беседы с глазу на глаз. Значит, это говорите... статист. Последняя. つまり私はこの水風呂の中にいればいいわけですね。そうだ。そして1つ目、2つ目、3つ目、いずれの部屋に入るかを見届ける。そうだ。ファンドリーさんがいる5つ目の部屋の扉を叩く回数で奴らがどの部屋にいるかを知らせ、水風呂に戻る。そうだ。で、4つ目はどうします？ブルチンスキーも確かめたかったが、あいつはもう降りたよ。Эраст! И Майк! Эраст, лезь ко мне. Я сейчас немного занят. Тем более, что мне предстоит еще сегодня баня. Какая? Петросовские. У меня там встреча в 12. С кем это? С князем Пожарским. С этим палачом? Да он же приговорен к революционной казни. По нему давно пуля плачет. Мы с князем заказали 4-й номер. То есть я хочу сказать 5-й. Нет, 5-й. 5-й, прости. Прости? Ты смеешь признаваться? Наслышанные про ваши нравы. Про отдельные кабинеты, мамзельки, китайский массаж. Нет. Дай полотенце, подлец! И не смей на меня пялиться, грязный развратник. Я ухожу!
стоят. Как наши? Говорите тише, все спят. Спят? Да. А как мальчик? Устал. Первая акция. А этот балбес всю ночь своего Монте-Кристо читал. Вы очень задержались. Я начал беспокоиться. Все сделали? Да. Я послала телеграмму, заказала номер в Бристоле. Благодарим за пунктуальность. Ждите камевояжера из Одессы. Будем послезавтра. Правление. Приедут за деньгами. Хорошо. Я все приготовил. А где мои шляпы? Извините. Какие жертвы я приношу на алтарь революции? Вам пора. Ну что ж, господин Пожарский, вот и ваш черед. Что прикажете делать с остальными кабинетами? Вы ведь сняли все 5? Ничего, может быть, мы пожелаем переместиться? Пятый номер. Здравия желаю. Еле нашел. Пачки шампанское, празднуем что-то. БГ поймали? Пока нет. Раздевайтесь. Хотите шампанское? О, нет. Не любитель его. Бахчисарай? Я, знаете ли, больше по водочке специалист. Заказать? Не беспокойтесь. А вы что, уже помыли, что ли? Ой, а хорошо здесь. У нас в Питере такого нет. Давайте к делу. Вы же мне давеча чего-то хотели сказать. Да, хотел. Слушайте, нашли предателя? Пока нет. Но думаю, что очень скоро найду. Уходим, Фандорин! Уходим. Разбежались! Ты направо, я туда! Где я? Второй ваш! Алексей, что вы меня здесь бросили, Господи!
пойдем, ну его. С такой высоты упал, насмерть разбился. Ну что, нажрался? Вот я тебя, свинья поганая, в кутузку сейчас. Браво, 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 браво! Ну, здоровы ж вы спать, батенька вы мой. А сутки почти продрыхли, как камечка. Сутки почти, а? Я уж думал без вас. Доктор, знаете, что сказал? Это у вас нервный обморок, а так руки-ноги целые. Руки-ноги целые. Ну, как вам удалось сбежать-то от террористов? Я не сбежал, улетел. А вы? Меня, как всегда, спасли женщины, причем голые. Видели бы эту сцену? Чаю хотите? Да. Есть вопросы. Ну? Вы давеча сказали, что вам удалось напасть на след БГ, и будто бы благодаря мне. Это раз. Что случилось за минувшие сутки? Это два. И вы сказали, что будем без меня. Что будем без меня? Это три. Начнем с самого главного. Во-первых, нам с вами поручено возглавить чрезвычайный, Лимончик, хотите? Чрезвычайный штаб по борьбе с БГ. Отчитываться будем лично перед государем. И второе. Фандорин, кажется, я нашел БГ. Как вам это удалось? А через вашу Диану. А знаете, почему я говорю через вашу? Да потому что вы, Эрас Петрович, как раз меня на нее и повели. Помните, мы с вами разговаривали при факелах? Я тогда подумал, чего-то темнит статский советник. И приставил за вами наблюдение. И что вы думаете? Мои мышки-нарушки мне докладывают. Господин Фандорин посещает некий особнячок с башен. Я туда наведался и взял чаровницу в жесткий шенкель. Диана. Ну нет, это для вас она, для охранки Диана. А для Грина СДД. Как СДД? Именно, СДД. Смерть, дарящая Диана. За нос водила и тех, и других. Подождите, ну откуда же она знала про 5 номер? В третьем кабинете. Ну, про что? Прости, 5. А где она сейчас? Да там же. Ее охраняет один из моих ликеров. Послушайте, Фандорин, вставайте, ваши вещи уже здесь. Я распорядился. Я вам сейчас покажу такое. Не приведи Господь, у Дюма не найдешь. Вставайте. Загоруй-ка, пес. Одеваться. Прохлопал, мерзавец! Ваше высокоблагородие. Что? Вы же сами приказали не входить, не выпускать. Ну и что? Ну и... Снимите ее. Ой-ой-ой. Ну, вообще-то она свое дело сделала. А я и представить себе не мог, что я в ней пропустил, а? Ну, что там встали, Эрас Петрович? Идите поближе. Вам это будет особенно интересно. Готовы? Ля. А? Аплодисменты? Каковоз? Теперь понимаете, почему она интересничала? В темноте сидела. А что с вами? Вы тут кого-то другого ожидали увидеть, что ли? А вы сказали, она свое дело сделала. Ну так, а как же под мою диктовочку? Она написала записку.
Фандорин и Пожарский, которых вы так бездарно упустили в бане, завтра в 12 часов дня будут находиться в нескучном саду в этом ледяном лабиринте и подпись СДД. Пойдете? Разумеется. Пожарский понятно. Фандорин-то откуда? Емеля! Дай сюда. Ты мне сказал, что Фандорин разбился. Ну? Он же веханик. Завтра снова с Пожарским встречается. Да ну. Да вот тебе и да ну. Ну как же так, а? Черт. Больно шустрые, господа. Их бы лучше бомбой. Черт, запалов нет. Зачем нам столько динамита, если нет запалов? Это ясно. Перегонник есть, даже трубки стеклянные. Можно сделать гремучий студень. Не хватает только нитроглицерина. У Ранзона дома лаборатория. Наверняка нитроглицерин найдется. Опасно. А если Архмед его выдал? Проверим. Звоните Ранзону. Они непременно придут. Как только они появятся, бац, появляюсь я с моими нукерами. Все сделаем по закону. Сначала я объявлю им, что им надлежит сдаться. Конечно же, они откажутся. Вы прыгайте в укрытие, а мы их тут покрошим. В какое укрытие? Тарас Петрович, обижаете? Я подумал об этом. Семен Львович, это вы? У вас все в порядке? К вам можно? Кажется, разбудила еще рано. Еду. Вместе. Одну не отпущу. Ну, как вам мой планчик? Хороший планчик. И риск умеренный. Ну что, сыграем в 4 руки? М? Послушайте, Фандорин, а вы что, решили, что я собираюсь вас под пулями оставить? Идемте, идемте. Войдете, первым делом подойдите к окну. Если в течение 3 минут вы этого не сделаете, я пойму засаду. И немедленно уходите. Можете на складе остаться. Я не выйду. Я знаю. Но не станут же они меня пытать. В течение 3 минут. Шунов! Кто пришел? Сиди, сука! Я не смогла. Я думала, что я смогу. И у меня время было, чтобы достать иглу и в горло. Я не смогла. Прости. Простите меня. Хорошо, что не смогли. Иначе бы я зря рисковал. Это начальник. Охрана Храпова. Он решил провести собственное расследование, осатанел. Он убил Ранзона. Он там. Может быть, и к лучшему. Куда бы мы с ним? Я вся избита.
На меня смотреть неприятно. Я так некрасивая. Нет. Вы очень красивая. Я дала себе клятву. Сейчас пройдет лишнее. Да-да-да. Лишнее. Да, лишнее. 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 Там к празднику построена ледяная крепость. Справа от входа будет скамейка. Это ваша скамейка. А справа от скамейки будет колодец, специально для вас сделанный. Такая дыра в сугробе. Так вот вы в эту дыру прыгаете и тут же забираете направо. Там траншея и направо на соседней улице, я не помню ее название. Самое главное, чтобы вы исчезли прежде, чем мы начнем стрелять, иначе может быть опасно. Фандорин! Фандорин, вы что вообще? Вы ненормальны, что ли? Что за геройство такое? Вы почему в лаз не прыгнули? Да вас же убить могли не те, так наши. Они ведь Шиллера не знают, про Вильгельма Телля не читали ничего. Изрешетили бы, знаете как? Я прыгнул. Господи, как? Как? Кто же это сделал?
Что? Что? Убиты. Имелись не убиты. Черт. С минуты на минуту будут здесь. Будут здесь, надо уходить. Куда? Ко мне. Итак, ваше сельство, БГ вроде бы уничтожено, но главарь ушел. А это означает? Это означает, что Пожарский сел в лужу. Первое, что я делаю, я доношу в Петербург о художествах Пожарского. По головке не погладят. Дальше я издаю приказ о назначении исполняющим должность московского оберполицмейстера кого? Статского советника Фандорина. Не утвердят. Теперь утвердят, особенно когда вы им этого грина на тарелочке поднесете. Езжайте в резиденцию оберполицмейстера, вступайте в должность. Все. Поздравляю вас со вступлением в должность, ваше воскородие. Благодарю. Ради бога, извините. Кабинет еще ваш не готов. Не ждали вас так скоро. У нас сотрудники сейчас все закончат. А это, ваше воскородие, срочно. Дело Никанора Кобылкина. В чем дело, господа? Ваша личная охрана лучшая из лучших. Ну, если лучше, пусть и тот бандитов ловите. Вы свободны, господа. Эраст Петрович. Добрый день. Здрасте. А я думал, только мы, питерские, реформами увлекаемся. Оказывается, москвичи тоже этим делом грешат. Вы извините, пожалуйста, у меня нет времени. Если у вас есть новости о БГ, я вас слушаю. Никаких новостей о БГ у меня нет. Зато есть у меня новости о ГГ. ГГ Пожарском. Обо мне, то есть. Вот, извольте видеть. Именным указом определен в должность московского оберполицмейстера. Так что рано вы реформу затеяли. Сердитесь, я шучу. Просто мой покровитель, он по зубасти вашего. Теперь сама. Сама. Его повесили 3 года назад по Екатеринославскому делу. СТТ, кто же это? Кто? Почему сначала помогал, потом предал? Скажи, ты когда-нибудь любил по-настоящему? Гвозди клади. Не помню. Ерунда. Не это сейчас, не это. Да, конечно, я понимаю, какая любовь есть вещи во 100 крат важнее. Я понимаю. Аккуратно. Второй. Накрест, накрест. Вспомни, как тебе попадали записки. Все время по-разному. Все время по-разному. Последнюю, когда Жюли провожал, увидел эту записку на... Стоп. В Петербурге, в Москве. Барышня, гостиницу «Бристоль». Есть указ поважнее первого. Отправить князя
Долгорукского в отставку. Ну, со всеми почестями, с благодарностями. А губернатором Первопрестольный назначен августейший брат его императорского величества, великий князь Симеон. Вы понимаете, что это значит? Да я вообще не понимаю, зачем это делать. Долгородский хоть и стар, но человек достойный, опыт огромный. К тому же, насколько я понимаю, проблем со столицей у него не было и нет. Вы голубиная душа. Вот уж действительно голубиная душа. Раз, Петрович, в том-то все и дело, что проблем-то нет. Человек без проблем – беда. Человек без проблем ни государю, ни нам с вами вовсе не нужен. Это все равно, что физиономия у комедианта, ну вот Щепкин артист, да, ни бороденки, ни усов, ухватиться не за что. А когда проблемы есть, всю пятерню можно туда запустить и тащить, куда тебе надо. Я вот о чем хотел с вами посоветоваться. Ой, ты откуда? Как ты? Да, уже по этому номеру. Так, понимаю. Так. Угу. Все. Ну вот теперь прощайте, Фандорин. После договорим. А карета, на которой приехал статский советник у подъезда, так точно. Не отпускать, я сейчас уеду. Слушай. Грин, кажется, в капкане. И без вашей помощи. К сожалению. Честь имею. Честь имею. Куда изволите, барин? И почем нынче такая упряжка? А? Сколько хочешь за упряжку? Это золотой бригет. Стоит 1000 рублей. Меняемся? Ага. Давай. Барин! Правда, что ли? В Бристоле поживее. Жди здесь. Ensuite par le banque et Makoval. Vous ne savez pas que ne sait pas sourire. Il substante peut-être quelque chose. Tu t'inquiètes pour moi? Il est plus que mon petit chéri. Non, ce sont ses précautions habituelles. Tu es ma porte-bonheur. Tu as mon champion. Je suis déjà en retard. Bientôt. À bientôt. Déjà bientôt. Déjà bientôt. Поехали. Стоять. Посмотри на меня. Ты помнишь стрельню? Что? Ответь. Все. Поехали. J'attendrai de nouvelles. А ну-ка покатай меня помедленней.
Едешь, что ли? Эй, это мой друг. Здравствуйте, Гриночка. Прямо поехали. Я не видела никакого письма. Я даже не посмотрела на эту дверь. Я к вам торопилась. И еще. Я видел вас в обществе Пожарского в Бристоле. Два вопроса. Первый. Давно работаете в полиции? Второй. Почему? Будете молчать, убью. Ответите, обещаю партийный суд. Давно. С самого начала, Господи. Господи, что я такое говорю? Все записки диктовал он. Кто? Кто? Пожарский? Зачем? Я не знаю, меня это не касается. Это все ваши мальчишские игры. Звоните своим покровителям. Ни за что. Не убьете меня. Ну, хорошо. Обещай, что отпустишь меня. Обещаю. Когда с Пожарским будет кончено. Алло? 4422. Пожалуйста. Это приемная оберполицмейстера? Соедините, пожалуйста, с князем. Срочно. Это Жюли. Он ждет. Хорошо, я перезвоню. Его еще нет. Подождем. Перезвоните через четверть часа. Садитесь. Мне кажется, карета вас Я на представит. извозчике. О, Фандорин, после. Ключевой момент настает после. Боюсь, что для вас он уже настал. Блеск в глазах, румянец. Не узнаю статую командора. Что случилось? Грина поймали? Думаю, птица поважнее. Ну что ж, хорошо. 5 минут, не больше. Загородку прими. Уйдите. Вы здесь еще, Господи. Я думал, вы карьерист, интриган. А вы провокатор, государственный преступник. Все акции БГ ваших рук дело. Хотите доказательств? Нет, не хочу. Сейчас начнете нудеть, пальцы загибать. Это раз, это два, это три. У меня времени нет. Мне нужно быстренько жирную точку на этом деле поставить. Вы чего хотите мне сказать-то? Что я предводитель террористов? Дальше что? Как это что? Ну так, что? Что у вас есть? Умозаключение? Следов я не оставляю. Для любого нормального человека то, что вы можете ему рассказать, это бред. Вам не поверит никто. А умозаключения свои вы можете засунуть себе
В портмоне, пардон. Потрясающе. Скажите, пожалуйста, а зачем вам понадобилась эта гадость? Ой-ой, как же так? Что же вы, Фандорин, спасение Отечества гадостью называете? Вот что непонятно. А вы вот это все спасением Отечества называете? Именно. Именно, мой друг. Мои враги двух видов. Салонные тупицы, бездарностью своей разваливающие государственную машину изнутри, и террористы, которые пытаются сделать это снаружи. Кто из них более опасен, по совести сказать, я пока не знаю. Ну и времени нету. Нету времени, Фандорин. Еще пару лет и развалит Россию. Не идти так иди. И вы поэтому... Да! Черт побери, да! И поэтому я свой ум, свой талант, свою храбрость, свое трудолюбие употребил на то, чтобы создать тончайший механизм. Он действовал тихо, точно, без отказа. Как вот этот вот бригет. К слову сказать, подарок императору. Руками товарища Грина я расчищал дорогу России. Этих тупоумных становилось меньше. Воздух чище, дышать легче. А тот, кто поймает БГ, которая перепугала всех до смерти, может потребовать чего угодно, и ему дадут столько, сколько сможет унести. Ты чего угодно. Кому денег хочется, кому власть. Хорошо, а если не дадут? Ну, а если не дадут, появится новое БГ. И похлеще старый. Стало быть, все-таки вы себе дорожку-то расчищаете, а не Россию. Я себя от России, в отличие от вас, Фандорин, не отделяю. Что выгодно России, выгодно и мне. И наоборот, надеюсь. Знаете, я не дам вам этого сделать. Тю, не дадите поймать Грина? Нет. Я не дам вам победить. Вы бес. Поздно. Эраст Фаустович. Поздно. Что вы теперь можете? Рассказать всему миру о том, что новый московский оберполицмейстер, который лично истребил БГ, без... Монолог вы свой будете заканчивать в сумасшедшем доме. Это уж поверьте мне, Фандорин, у вас ничего больше нет. Я вас, Фандорин, больше не боюсь. Это я раньше предполагал, что вы что-то из себя представляете. А теперь нет. Резвости у вас, Фандорин, нету, жизни живой. Уж больно нежно себя несете, расплескать. Боитесь. Короче, теперь ты все знаешь. Деваться нам некуда. Выбирай, Фандорин. Или со мной, вставай рядом, полетим вместе. Или против меня. Пойдешь один. Но уж тогда не взыщи. Нет, впрочем, еще есть один путь. Отойти в сторонку. Так, молчать многозначительно и поглядеть, чем все кончится. Самый, что ни на есть, русский интеллигентский фокус. Думаю, для вас это будет самым лучшим. Выбирайте. Фандорин, у меня времени нет. Скажите по-человечески, я не понимаю этого языка. Я жду. Я, пожалуй, промолчу. No more bets. Ставки сделаны. Прощайте, Фандорин. И 5 минут не понадобилось. Зло пожирает само себя.
Я быстро. Только один вопрос задам, и конец. Потом уходим. Левушка, это ты? Я приготовила тебе сюрприз. Какой сюрприз? Ну-ка. О, а это... Не спешите представляться, сударыня. Догадаюсь сам. Мадемуазель Игла. Весьма польщен. Сюрприз? Мне денщик так говорит. Сюрприз. А где наш несгибаемый? Здесь. Руки из кармана. Медленно. Ты ведь не сама это, тебя заставили, верно? Хотели убили. Ну, не плачь, не плачь. Я могу повернуться к вам, товарищ Грин? Что такое СДД? А я-то думаю, что же он мне сразу-то в затылок пулю не пустил? Любопытство. Хорошее качество, человеческое. Ну, действительно, не все же время в голове только Карла Маркса держать-то. Перестаньте поясничать. Что означает СДД? А вот не скажу. Вот ей скажу, а вам нет. Что будем делать? Бац. Не скажу. А? Не скажу. Бац, 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 бац. А что, товарищ Грин? Видели вы когда-нибудь, чтобы московский оберполицмейстер перед террористами цыганочку танцевал? Да еще бы о жизни своей молил, да еще бы за жизнь свою торговался. Бац! Бац! Глебушка. Это же я. Бац! Прости. Ну вот и все. Ольга Алексеевна. Полезнейшая вещица. Британцы придумали. 3-й раз мне жизнь спасает уже. Вы, давеча, хотели знать, что такое СДД? Сожрите друг друга. Грубо, но просто. Скажите мне, вы красивая, молодая, зачем вам все это? Какая вы игла, графиня Добринская, из такой семьи. Ну что? Неужели вам нравится просто убивать людей? Нет. Ну,
неужели же вам не хочется ничего другого? У вас вся жизнь впереди. Хотелось. Я замуж хотела выйти. Фандорин, догадался, почему я тебя напоследок оставил? Вот, значит, ты какой. Покойный Пожарский в своих донесениях рекомендовал тебя самым лестным образом. Талантливый был человек, большая потеря для России и для меня. Читал твой рапорт министру, все знаю, получил сей документ с припиской. Бред полнейший, к тому же опасный. Но я ведь Пожарского хорошо знал, поэтому тебе верю. Наверное, Глеб заигрался, но да бог ему судья, он верил, что действует во благо Отечества. Место подле меня освободилось. Займешь его ты, будешь моим новым Пожарским. Высочайший указ о назначении тебя московским оберполицмейстером подписан помазанником Божьим, так что даже я отменить не в силах. Месяца через 3 станешь действительным статским советником, слово даю. Ну а камергера добуду тебе нынче же. Ну что, как говорят ваши московские купцы? По рукам? Гнусности нельзя делать ради блага Отечества. Это раз. Извольте говорить мне «вы». Это 2. И, наконец, вам, ваше императорское высочество, я служить не стану. Это 3. Ираст Петрович, батюшка, вот как съезжать-то приходится на телегах. Мой-то исчах совсем, слег. Помочь ему надо, на тебя вся надежда. Ирастушка, что ты рядом будешь с этим Навуходоносором. При тебе-то он не забалует, ты ему подачки не дашь, постережется. Фролоки, да я, собственно... Ничего. Трудный крест тебе выпал, Ирастушка. Но ты крепкий, ты сдюжишь. Ну что, стали? Что, все, что ли? Ай! Храни тебя, Господь. Ваше Высочество, так вы говорите, мое назначение подписано помазанником Божьим? И даже вы ничего не в силах изменить?
Ну что ж, послужим? Вы на своем месте, а я на своем. Белый снег, как белый плен. Смерть, как пес, лежит у ног. Ты один на всей земле, сам себе и враг, и Бог. И куда теперь идти? И кому теперь служить? От развилки два пути. Справа честь, а слева жизнь. Кровью сталь клинка согрета. Господи, за что мне это? Все забрал, всего лишил, душу вынул, боль вложил. То ли плаха, то ли храм, то ли ангел, то ли бес. Если мир летит к чертям, совесть — самый тяжкий крест. Снег в глаза, свинец в висок. Доползти бы, дотерпеть. Видно, нет иных дорог. Прямо долг, и там же смерть. В сердце ни тепла, ни света. Господи, прости мне это. Все